сюда вебинары и вебинарную комнату. Все, я зашел. Итак. Видно и слышно. Все, сейчас звук слушаю и начинаем. Видно и слышно. Все, супер. Спасибо, София. Настроение поднялось, глядя на фото. Спасибо. Мгм. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, дочка 7 лет постоянно грызет пальчики, ногти, кожу всю сгрызает, и когда спит, сосет палец большой. Как мне помочь? Это у нее нарушены циркадные ритмы, но хочу сказать вам, в случае, если давать ребенку дополнительно магний, то ребенок перестает грызть пальцы на руках. Также обычно, если пальцы на руках грызут дети, то это недостаточность кремния и кальция. Кремний находится в препарате, э, он называется у нас антитокс. Одна чайная ложка на стакан воды раз в день. Магний в препарате Магнумцит 300. Итак. Хочу сказать, что сегодня трансляция идет одновременно у нас и в YouTube, в Facebook, в Instagram, в TikTok, в общем, во все социальные сети. Несколько слов хотелось бы сказать о инсулине в крови. Очень часто человек начинает болеть какими-либо заболеваниями и не может понять, чем же лечиться и что у него болит, почему у него плохое самочувствие и так далее. Одна из особенностей – это развитие сахарного диабета второго типа. Одна из особенностей развития сахарного диабета второго типа в случае, если у человека нет предпосылок к инсуломе, это доброкачественное новообразование поджелудочной железы, и даже немножко увеличен инсулин в крови, прямо минимально на 1/10 долю, но немножко выше, это говорит о том, что у него повышен инсулин в крови. Обычно повышение инсулина в крови приводит человека к тому, что он начинает поправляться, у него появляется ожирение, но чем это чревато? Итак, первое. Хотя бы небольшое повышение инсулина в крови приводит к фиксации гликогена в печени, в мышцах. Вследствие этого кровь поступает недостаточно, вернее, в кровь поступает недостаточность глюкозы. И из-за того, что недостаточность глюкозы в крови, как вы думаете, что страдает? Больше всего страдает мозг. Дело в том, что наш мозг на 20% потребляет глюкозу из нашей крови. Именно поэтому я когда-то говорил, что одна из особенностей питания заключается в том, что вечером перед сном человек должен съедать небольшое количество меда, минимальное количество глюкозы, но перед самым сном. Это улучшит вам и сон, улучшит вам восстановление мозга, восстановит ваши циркадные ритмы, начнет формировать допамин и так далее. Сегодня об этом поговорим. Недостаточное снабжение мозга углеводами. Мозг использует 20-30% всей глюкозы в крови. Недостаточность приводит к гибели нервных клеток. В случае, если высокий инсулин в крови часто появляется в виде слабости, потливости, тахикардии, чувства тревоги, возбудимости, а также тремора. Кстати, очень часто у подростков в возрасте от 13 до 20 лет мы наблюдаем значительное расширение зрачков. Значительное расширение зрачков у подростков может быть признаками высокого инсулина в крови. Итак, это приводит к тому, что появляются чувство тревоги, возбудимость, тремор рук, сужение сосудов, образование тромбов, что может быть причиной гиперинсулинизма, панкреатита, тиреотоксикоза, гипотиреоза, заболевания надпочечников, холангиты, это инфекция желчных протоков, холециститы, это воспалительные процессы в желчном пузыре, глюкозурия почек – это глюкоза в моче на фоне сахарного диабета первого типа и второго типа. Недоедание. Из-за недоедания может повышаться инсулин в крови. Именно поэтому я часто говорю, что когда человек очень часто избегает возможности употреблять пищу, у него булимия, или он осознанно голодает, или
приводит себя к тому, что и человек говорит: у меня трема рук почему-то, или у меня началось заболевание, связанное с миелиновой оболочкой мозга, там развивается рассеянный склероз, падает зрение. И я обычно спрашиваю: вы при этом худели? Человек говорит: да, я худел. Ну так вот, у вас, скорее всего, повышенное количество инсулина в крови. Но как же так, некоторые спросят, ведь говорят, что сахарный диабет второго типа обычно связан с ожирением. Да, в одном случае это может быть связано с увеличенным употреблением углеводов, но во втором там есть еще и различные проблемы, которые могут быть связаны с поджелудочной железой. Так вот, одна из причин того, что у человека появляется следующее заболевание, тиреотоксикоз, гипофункция щитовидной железы, заболевание, мигрень. Это может быть связано с тем, что повышается инсулин в крови. И голодом обычно, если человек голодает, решить данный вопрос невозможно. И это колоссальная проблема для тех людей, которые на сегодняшний день соблюдают диету, не доедают глюкозу и так далее. То есть что делать, я сейчас буду рассказывать. Итак, высокий инсулин или инсулин может повышаться в случае высокой физической нагрузки, а также, ну и в случае, конечно, всеми известного, как говорит доктор Бен, введением гипервысокого количества глюкозы в организм. То есть это называется реактивный гиперинсулизм, который возникает на фоне высокого употребления углеводов, особенно в ночное время. Многие люди начинают утром просыпаться или вечером засыпать и больше всего хотят сладкого. Дело в том, что вы хотите сладкого, потому что у вас начинает подниматься инсулин. И мозгу не хватает глюкозы. Как с этим справляться? Нам поможет. Есть великолепный препарат, который восстанавливает инсулин в крови или уменьшает инсулин в крови. Данный препарат называется хромопикалинат. У нас есть два вида хромопикалината. Один называется хромопикалинат 200 мг. Для тех людей, которые не имеют ожирения, но имеют все мной указанные симптомы. То есть это панкреатит, тиреотоксикоз, заболевания надпочечников, холангит. Также есть недоедание, недосыпание, но нет ожирения. То есть вы плохо себя чувствуете просто. В случае, если у вас есть ожирение и у вас недостаточная активность, повышенное увеличение массы, то принимайте препарат пикалинат хрома в более высокой дозировке, 500 миллиграмм. Одна таблетка 2 раза в день, препарат совершенно безопасен. Также я рекомендую препараты, которые в комплексе могут убрать гиперинсулизм. Называются они панкрисор, пикалинат хрома. Человек, который начинает болеть или имеет значительное повышение инсулина в крови, такому человеку я рекомендую использовать все-таки белковую диету, принимать препарат Лунглин, принимать препарат Тенторикс для надпочечников, Тератозин, ПРС и Грандис. Сегодня дальше буду об этих препаратах рассказывать. Это БАДы. Да, это БАДы. Биологически активные добавки в виде пикалината хрома. На сегодняшний день пикалинат хрома является веществом, которое используется в том числе медициной для уменьшения инсулина в крови и уменьшения глюкозы. В случае, если есть сахарный диабет второго типа. Итак, недавно я смотрел программу. В этой программе было сказано, сейчас я как бы основную тему, а после этого перейдем на к ответам на ваши вопросы. Договорились? Итак, смотрел программу, есть очень знаменитые такие доктора, допустим, мне очень нравится доктор Берг, у него очень красивые программы, не всегда эти программы можно назвать, иногда эти программы можно назвать парадоксальными, но я могу сказать, что в целом саму идею кетонового питания я разделяю, но немного есть нестыковки. Допустим, в одном из видео доктор Берг сказал о том, что кортизол является гормоном стресса. Я хочу сегодня рассказать вам, что такое кортизол, для чего он необходим нашему организму,
каким образом и как кортизол используется нашим организмом для того, чтобы в дальнейшем не возникало таких вопросов. Очень часто у человека повышается кортизол, и эндокринолог говорит: о, это гормон стресса, вам нужно там то-то, 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 то. Сегодня бы я хотел сказать, что почему повышается кортизол, как он связан с поджелудочной железой, как кортизол связан с артериальным давлением. Об этом всем мне бы хотелось вам сегодня рассказать. Итак, кортизол является разновидностью кортикостероидов, который возникает или вырабатывается корой надпочечников. И второе, кортизол разрушается печенью. При этом синтез его происходит из холестерина. Смотрите, если у человека высокий холестерин, это говорит о том, что первое, у него не переходит он в кортизол, и второе, кортизол не разрушается печенью и накапливается. Именно поэтому, когда у человека повышается холестерин, то это напрямую связано с корой надпочечников. Ну и об этом несколько слов. Что же такое кортикостероиды? Кортикостероиды – это половые гормоны, глюкокортикоиды, кортизол и кортикостерон, и минералокортикоиды, то есть по-другому альдостерон. Несколько слов об этом. Итак, для чего необходим человеку кортизол? Давайте посмотрим. Итак, первое. Кортизол угнетает инфекции, является веществом, которое устраняет интоксикации, также участвует в процессах адаптации организма, усиливает гликонеогенез из белка и жира, которые способствуют отложению гликогена в печени. Далее, кортизол имеет диабетогонные действия и антиаллергическим действием и участвует в регуляции артериального давления. Дальше я расскажу, каким образом и как уменьшать альдостерон или повышать, и для чего это необходимо делать. Альдостерон нормализует, вернее, клиренс или баланс калия и натрия, или усвоение натрия и выведение калия, что фактически влияет на повышение давления и так далее. Также надпочечники вырабатывают катехоламины, то есть по-другому это адреналин и норадреналин. Для чего нам адреналин и норадреналин? Смотрите, адреналин участвует в сердечных сокращениях, ускоряет пульс, повышает артериальное давление, способствует повышению пульсового давления. Адреналин стимулирует гладкую мускулатуру бронхов, кишечника. Вы, наверное, заметили, что в случае, если у человека повышается давление, то у него появляется диарея или диспепсия. Также участвует сокращение мышц матки, селезенки. Адреналин усиливает распад гликогена. Именно поэтому, если человек испытывает стресс, то у него происходит распад глюкозы. То есть на фоне стресса часто люди начинают: что, товарищи? Отвечая: худеть. То есть человек, испытывая стресс, постоянно начинает худеть. Это и ему хочется кушать. Почему ему хочется кушать? Глюкоза падает, появляется голод, человек начинает заедать. Второй вариант: распадает жир или распадается гликоген, накопившийся в печени на фоне появляющегося или увеличивающегося инсулина. И это тоже, в свою очередь, приводит к тому, что теряется аппетит. То есть реакция разных людей на формирование и появление или синтез адреналина различный. Адреналин усиливает распад гликогена, липолиз. Адреналин и норадреналин связан альбумином. Альбумин – это белок, который у нас формируется и у нас вырабатывается или синтезируется нашей печенью. Но смотрите, как интересно дальше. Оказывается, в случае, если у человека есть проблемы печени, холецистит, дискинезия желчных протоков, если у человека есть заболевание печени, жировой гепатоз или стеатоз, правильно говорить, или гепатит, то это может, или человек пьющий, у него на этом фоне там алкогольный стеатоз, жировое перерождение печени, закрыт желчный пузырь, воспаление желчного пузыря, как при холецистите или хоцистопанкреатите, допустим, то это часто может приводить вот к чему. Смотрите, там закрывается все, альбумин не вырабатывается, потому что альбумин должен вырабатываться и выходить
с желчными кислотами нам в желудок, после чего усваивается, и после этого не забирает из нашей крови адреналин, и адреналин накапливается, что повышает давление в свою очередь, что повышает у человека холестерин, что приводит человека к появлению неврозов и так далее. Именно поэтому я очень часто говорю, что тибетская медицина, как говорят у нас в Одессе, таки была права. В чем она была права? Тибетская медицина говорит о том, что основа человеческого здоровья всегда находится в здоровье его печени, ну и в его нервном состоянии, ну и, конечно же, в его желании жить. Да? Там говорится о том, что человек не должен быть злым. То есть это у них называется омраченность и считают, что быть добрым хорошо, это для здоровья хорошо. Но об этом потом. Ну и поэтому, для чего вообще забыл о норадреналине? Норадреналин, в свою очередь, тоже нам необходим. Дело в том, что норадреналин у нас влияет на дофамин. Именно поэтому в случае, если у нас желчный пузырь закрыт, печень больная, у нас норадреналин выделяется неправильно, адреналин шурует по полной программе, появляются запоры, появляется язвенный колит, появляется гастрит, появляется заболевание панкреатит, появляется эзофагиальный рефлюкс, на этом фоне появляется артериальное давление, ожирение и так далее. И это все связано у нас с закрытым желчным пузырем. Появляется депрессия, нет никакой радости, а там желчный, он пульсирует, он воспален, он хочет освободиться. Вот, представляете? Одна страница есть. Переходим ко второй. Катехоламины связываются. Катехоламины, мы помним, катехоламины это адреналин и норадреналин. Связываются альбумином. Основной белок плазмы крови, синтез его происходит в печени, и поэтому стресс приводит к бессоннице, бессонница повышает кортизол, кортизол повышает адреналин, адреналин повышает давление, давление приводит к ожирению и лечение печени поджелудочной железы. Да, человек говорит, я имею такие заболевания, у меня диарея, у меня стрессы, неврозы, я сплю плохо, нет радости в жизни, тревожность. У меня повышается артериальное давление, есть гастрит, эзофагиальный рефлюкс. У меня есть проблемы половых гормонов, там, высокий кортизол. У меня там тромбоз сосудов. Я обычно говорю, нужно внимательнее обращаться со своей печенью, начать лечить печень. У нас идет вообще сейчас трансляция в Ютубе или нет? Это говорит о том, что... О, идет, ура. Я дальше отвечу на вопросы, я вам обещаю. Но давайте сначала наша тема. Повыступаю, поумничаю, а потом уже буду отвечать. Ира Хачоровая. Я отписалась от вас. Лечите своих продажных земляков. Вчера вы хаяли Россию. Мне один человек написал. Моя мама, она была хохлушкой. Позор тем людям, которые называют украинцев хохлами. Знаете, есть очень хорошие слова Иисуса Христа. Он в свое время сказал, не нужно видеть соломинку в глазу другого человека, коль не замечаешь в своем бревна, товарищи. Именно поэтому идите со своим бревном к себе, стройте из него дом и живите. То, что я выступаю перед публикой и вот так помогаю, то это безвозмездно. Вами, так как я, никто заниматься в жизни никогда не будет. Кому вы нужны, кроме таких людей, как я? Ну, кому вы нужны? Это я прихожу, сажусь и начинаю здесь рассказывать. И это приложи, сольки попей, и это приложи, соды попей, там и там мазечка такая, еще что-то там, вот это не ешь, да вот так вот думай, да вот так еще. Кто вам еще будет заниматься? Кому вы нужны? Идите Я вам нужен больше, чем вы мне. А подписывайтесь, не подписывайтесь, вообще плевать, вообще плевать. Мне не плевать, что людей хохлами называют.
Мы же не говорим: "Моя мама была кацапом", и вот такая же, ну, мы при этом-то каким кацапом? Ни один украинец кацапом не называет кацапов. Ну, а как же люди русские называют украинцев хохлами? Что это за ёханый бабай? Как не стыдно. Облика морали, Руссо, облика морали, Михаил Светлов. Если вы пьете, то помните, желчность закрывается. Из-за этого запор, из-за этого мозг голодает, и потом придурками становитесь. Оно вам надо? Становитесь людьми, меньше пейте. А если пьете, то закусывайте чем-нибудь горьким, горчицей, жирами, салом. Горечи пейте какие-нибудь. Не зря говорят, что если у человека депрессия, тревожность, то надо зверобой пить. А зверобой при чем? Желчегонный. Поняли? Вот так. Итак, именно поэтому, если у человека стресс, бессонница, высокий кортизол, высокий адреналин, то это повышает у него давление, приводит к ожирению, лечение какое. Я рекомендую лечить одновременно желчные протоки, увеличивать употребление жиров и увеличивать употребление белков. Какими препаратами я рекомендую лечить желчные протоки? Это препарат Амарум Дуйко моей компании, это препарат Лунглин моей компании, это препарат Гипофит, Тантал, Битулин, Лунглин. Не получается приобретать мои препараты. Хотите свои травы? Тоже несложно. Зверобой, ромашка, березовые почки, бессмертник, полынь. Как заваривать? Соедините все, возьмите по 100 грамм растений, измельчите их до порошка, смешайте в каком-нибудь блендере, я не знаю в чем там, в банке перетрусите, получится приблизительно 3-литровая банка. 1 столовая ложка сверху высыпается в горячую воду, в кипяток, накрывается бумажечкой, заваривается, пьете. 1 раз утром, 1 раз вечером. Это все будет иметь ярко выраженное желчегонное действие, ромашка понизит вам кортизол, березовые почки будут иметь мочегонное действие, зверобой имеет ярко выраженное желчегонное действие, противовоспалительное действие имеет полынь и также улучшает состояние нервной системы. Ну, отлично, все до кучи, все супер. Камни в почках. Вот спрашивал человек, Андрей Андреевич, помогите, чем можно полечить камни в почках. Есть вот препарат великолепный. Камни в почках образуются, как правило, на фоне, первое, повышенного альдостерона. Почему? Повышается альдостерон, после этого у человека усваивается или увеличивается натрий и уменьшается количество калия. Это все приводит к соединениям натрия, а натрий это такое вещество, которое, или такой элемент неорганический, который запросто к себе крепит электроны, протоны, вернее, других элементов, особенно неорганических, то есть натриево-кальциевые соединения, которые появляются после этого в почках, и это образует фосфорно-натриевые соединения, натриево-кальциевые соединения, и это в дальнейшем перерастает в появление камней в почках. Чем необходимо лечить? Необходимо баланс калия и натрия восстанавливать. Баланс калия и натрия восстанавливает препарат, который называется дипоксал, цитрат натрия и цитрат калия в правильной формуле. Если в кровь попадает данный препарат, его достаточно принимать четверть чайной ложки на стакан воды или 1 чайная ложка на 1,5 литра воды. Если выпивать 1,5 литра воды с 1 чайной ложкой данного препарата ежедневно, на протяжении 10 дней и после этого сдать, после первого исследования почек и через 10 дней, то количество камней и их размер уменьшится на 40%, иногда даже больше. Проверено на личном опыте. 2 препарата есть, которые эффективно разрушают камни в почках и выводят. Первый препарат называется битулиновая кислота. Он растворяет в камне в почках, потому что битулиновая кислота, она является препаратом, который уменьшает
которая устраняет оксалаты, которая помогает с солевым диатезом, улучшает иммунитет, также может, ну, сейчас не об этом, а также второй препарат, это препарат Дипоксал. Дипоксал одна чайная ложка на 1,5 литра или литр воды выпивать 1 литр, одна таблетка бетулиновой кислоты 1 раз в день или 2 раза в день. Улучшите иммунитет, а также сможете в дальнейшем устранить проблемы, которые появляются в почках. Камни в почках. Что необходимо принимать? Омега-3, препарат ПРЗ, который, кстати, есть вот такой препарат уникальный, называется ПРЗ. Я этот препарат уже не выпускаю, но его еще до сих пор можно приобрести в нашей компании. Есть он на остатках. Данный препарат был мной разработан как препарат, стимулирующий выработку половых гормонов, стимулирующий выработку гормонов надпочечников, гонадотропинов, катехоламинов, при бессоннице, при стрессах, при ожирении, при заболеваниях артрит, при треморе рук, при формирующемся Альцгеймера. Одна таблетка 1 раз в день, 1 раз в неделю. Здесь находится 30 таблеток, насколько я помню. Вот курс лечения на 2 месяца. Одна таблетка 1 раз в неделю. Чудесный препарат. Через неделю уменьшается вес, улучшается состояние щитовидной железы, улучшается состояние гормональной системы, улучшается состояние циркадных ритмов, то есть спать хочется, меньше кушаешь и так далее и тому подобное. Великолепный препарат, но почему я его перестал выпускать? Дело в том, что люди не верят, что одна таблетка 1 раз в неделю может создавать такой эффект. Не верят, они хотят много пить таблеток, им такие препараты не подходят. Данный препарат является откровенно гормоном, неважно, что за препарат, неважно. Это мое ноу-хау, я уже не выпускаю, поэтому неважно. Итак, очень часто люди обращаются: Андрей Андреевич, я спортом занимаюсь, там, активный образ жизни веду и так далее, но у меня есть проблема. Какая, дорогой? Я вот спортом занимаюсь уже 20 лет, тренируюсь на тренировке, похудел, там, весил 160, сейчас 85, такой красивый, молодой, здоровый, худею специально, бегаю, по 10 километров плаваю и так далее. Андрей Андреевич, у меня нереально высокий холестерин. Я не ем ни глюкозы много, белка употребляю и так далее, и так далее. Что же мне делать? И правильно. Почему это происходит? Это происходит на фоне похудения. Гликоген накапливается в печени, печень закрывается, потому что много белков приводит к тому, что печень закрывается, и появляется спазм желчно-выводящих путей. И заболевания желчных путей никто не отменял, а мы живем в такое время, когда это естественное заболевание практически 99,9% населения. И молодых, и взрослых, все заболевания, они обычно и начинаются с того, что человек никак не ощущает. Вот сегодня писала женщина: Андрей Андреевич, у меня что-то шевелится с правой стороны. Это шевелится конкремент, который идет по желчным протокам. Поэтому ощущение, будто что-то ползет. Слава богу, что ползет. Дай бог, чтобы выползла, потому что если бы было побольше, то уже было бы серьезная печеночная колика, и было бы повышение температуры, и могло бы привести вас прям к большим последствиям, к удалению желчного пузыря и так далее. Даже я как-то провел такую консультацию, записал ее в интернете, и там сказал, что снизить холестерин поможет кукурузное масло. И одна женщина написала: да что ты за доктор, чтоб ты сдох. Да что ж такое, ну что ж, обязательно надо какие-то гадости обычно писать. Ну разберись ты, ну что ж сразу сдох. Ужас. А я, как говорят у нас в Одессе, открываю журнальчик. Называется он на английском языке lipidjournal.com. Каждый из вас может его найти. И там черным по белому написано, правда, на английском мове. Там написано, что проводили исследования, использовали масло и поняли, что использование омега-3 и использование кукурузного масла
приводит к уменьшению холестерина. Кукурузное масло рекомендуют на самом деле на сегодняшний день как одна из панацей по уменьшению холестерина. И кукурузное масло сейчас назначают и при артрозе, при аутоиммунном заболевании, допустим, васкулит, тиреотоксикоз, при заболеваниях печени, гепатите, при аутоиммунных заболеваниях, там, васкулит, ну и даже атеросклероз. То есть по-другому говорят, нельзя при атеросклерозе никакого масла, там, да-да-да. Никакого нельзя, согласен, а кукурузное нужно. Вот. Поэтому кукурузное подходит, остальное нет. И это было опубликовано в журнале Lipid Journal. Находите, читаете и говорите, я молодец. Итак, смотрите, получается, желчный пузырь закрыт у человека. И что происходит? Как бы обратная сторона медали. Желчный пузырь закрыт, и наши надпочечники не могут получить холестерин. И после чего начинают придумывать, а не снизит ли нам эстрадиол? И не снизит ли нам половые гормоны, тестостерон? И после этого происходит так. Женщина начинает худеть. У нее появляется небольшое увеличение инсулина. У нее появляются мигрени. У нее появляется запор. И самое страшное, у нее уходит либидо. И очень часто такое, и как бы вторичное заболевание, у нее появляется эзофагиальный рефлюкс. И плохо пахнет изо рта. Вот такие невесты сейчас. Мужчины, взрослые мужчины, начинают искать молодых женщин, которые должны им понравиться. Сейчас женщин молодых много в интернете, знаете, и начинают их искать. И вот они выбирают, ну, помоложе, похудее, покрасивше и так далее. И начинается. Ой, такая красивая, такая красивая, такая красивая. Вот он начинает там за ней ухаживать, она худая, красивая, там, кучерявая. Он же не понимает, что рост волос у нее связан как раз с тем, что тестостерон шурует, а эстрадиол нет, что уже есть проблемы необратимые с яичником, снижается там фолликулостимулирующий гормон у нее, там прогестерон уменьшен, там эстрадиол уменьшен. И это все уже дискинезия желчных протоков, потому что она худеет, у нее мигрень и так далее. И вот она встречается с таким мужчиной, и он начинает с ней жить, а она не хочет его в постели. И потом появляются такие мужчины надутые, которые говорят на Ютубе, да что ж такое, моя жена молодая, красивая, от нее плохо пахнет, и она не хочет меня в постели. Почему так? Лечите ей желчные протоки. Чем лечить? И здесь вот у нас особые препараты нет, только аллохол, да, там ношпа, что у нас там еще? Эссенциали форте. Ну вот горечи продаются немецкие, там я специально сейчас не говорю названия, конечно, мог бы говорить, но просто рекламирую свои препараты, а не препараты немецких компаний. Ну и чем же лечить? Да ей достаточно этой женщине начать давать препарат Лунглин. Просто давать препарат Лунглин, чтобы она по чуть-чуть принимала, чтобы эти горечи хоть как-то освобождали. А есть ли народные способы? Конечно, шиповник с селитом или сорбитом, сахарозаменителем. Вообще шиповник, березовый сок. Вот скоро пойдет березовый сок, пусть березовый сок пьет. Сало кусочек, но их же не заставишь. Вот так и видим потом женщин. Худая, но с целлюлитом. А целлюлит откуда? На фоне высокого инсулина происходит стеатоз, жировая гипоксия, жировой стеатоз печени. И это может в дальнейшем привести еще и к гепатозу, гепатиту вернее. И потом скажет, надо же, откуда вы гепатит взялся у меня? А я такое часто вижу. Я знаю женщин, которым сейчас 30 лет, которые начинали худеть там, в возрасте там, 7 лет, и сейчас до 30 лет имеют уже билиарный цирроз, имеют уже цирроз вот на сегодняшний день, и уже необходимо лечить, знаете, и уже и гепатит 3 видов и так далее. Ну и откуда взялось, девочка была хорошая и так далее. Ну вот оттуда и взялось. Нужно было желчный пузырь, на него обращать внимание. Но как же на него обращать внимание, если он, сволочь, не болит? А дело в том, что никто ж не ест жиры, они ж худеют, они ничего не едят.
А чтобы жира съесть кусочек, вообще никогда. Запоры будут лечить и будут только спринцеваться. Потом 2 конфетки и все. А не так же надо. Наша печень, она хочет вырабатывать желчь. Желчь хочет вырабатывать. Чтобы желчь вырабатывать, надо обязательно, чтобы там были липиды. А липиды это жиры. Если печень не ест жиров, то откуда желчь возьмется? Потом засыхают. Потом худая, вонючая, с мигренями, волосатая. Короче. Эстрадиол, вернемся к нему, это половой гормон женщине, формируется яичниками, способствует увеличению матки влагалища, пролиферации эндомиометрия, инактивации эстрогенов происходит в печени. Откуда с желчью они поступают в кишечник? Откуда они всасываются в кровь? И именно поэтому миомы, эндометриоз– это могут быть заболевания ничего другого, как возникающие из-за заболеваний желчного пузыря и закрытых желчных протоков и воспаленного желчного пузыря. Именно поэтому все, что активирует выход желчи у человека, очень часто приводит к улучшению общего состояния. А что активирует? Горечи. Оливковое масло выпила, желчь пошла. Там, там Шевченко, давайте вспомним, там водка с оливковым маслом, с подсолнечным маслом, потруси выпил. Зачем? Желчь вышла. После этого активация происходит надпочечников, гормонов половых, катехоламинов, норадреналинов, центральной нервной системы, иммунитета, там, интерлейкинов и так далее. Восстановление клеток, то есть это не стресс, а наоборот помощь. Да, да, представляете. У женщины появляется миома, эндометриоз, болезненные месячные. Вот так надо тире поставить и сказать. А знаете, как лечит народ? Вот сейчас покажу. О, специально подписывался. Выписывал, есть еще такая пачка. Вот видите, бабушка специально смотреть, чем люди лечатся и кому там что помогает. Даже есть здесь даже мои какие-то статьи. Так вот, если посмотреть, то везде рецепты одни и те же. Полынь, 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 полынь. Диабет, который уколов инсулина не требует. Помогла урина голубая глина, это каолин. И заварить 2 столовые ложки козлятника, измельчить, настоять 45 минут, пить 3. Измельчить 2 столовые ложки полыни лекарственной, 200 миллиграммов кипятка, настоять час, пить по 1 столовой ложке 2 раза в день. Полынь купить, заварить и пить. Диабетикам секрет, позитив весь ответ. Вот видите, нечаянно открыл и попал. То есть, почему желчная открывается, человеку лучше случается. Именно поэтому я часто говорю, невозможно вылечить миому, невозможно вылечить эндометриоз просто так. Нужно обращать внимание, ну, минимально это увеличить количество употребляемых жиров, хотя бы в первой половине дня. Самые простые, если у вас диета, это омега-3. Я посмотрю, есть у меня здесь омега-3 или нет. А нету омеги-3 здесь, к сожалению. Второй вариант. Масло какое-нибудь. Я считаю, есть очень хорошее масло. Масло рыжее, вот мы продаем. Оно снижает холестерин. Оливковое масло холодного отжима, великолепное. Кукурузное масло великолепное. Как его принимать? Желательно принимать в первой половине дня. Также один, одна долька грейпфрута 1 раз в день, желательно в первой половине дня. Только в случае, если грейпфрут, если вы не принимаете химиотерапию или принимаете препараты медицинские, которые назначил вам врач, которые не могут конфликтовать с грейпфрутом. Я считаю, что грейпфрут, в случае, если его принимать по 1 дольке 1 или 2 раза в день, то он улучшает работу и деятельность печени. У человека улучшается деятельность желчного пузыря. Не накапливается, не образуются камни в желчном пузыре. Человек начинает лучше видеть, лучше слышать, лучше засыпать. Стул становится лучше, давление в дальнейшем снижается. Ну,
Плюсов больше. Минус, минус эзофагиальная рефлюксная болезнь, гастрит желудка, язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки. И то я бы поспорил, вот, ну, пусть так. Знаете, дуоденальный гастрорефлюкс еще. Дуоденальный эзофагиальный рефлюкс. Это когда из желчного пузыря в двенадцатиперстную кишку попадает желчь. Ну ладно. И что мы там говорили? Вот. И поэтому в случае, если есть аменорея, допустим, у женщины нет месячных, при этом нет никаких предпосылок, то нужно спросить, а запоры есть? И многие скажут, да, и есть запоры. А почему запоры? Желчь не выходит. Тогда что нужно делать? Полечи желчный пузырь, запоров не будет. Один мой друг говорил, Андрей Андреевич, у меня давление, лечу, ничем не лечится и так далее. Я говорю, у тебя камни в желчном есть? Есть. А есть, как говорят у нас в Одессе, камни в почках, камни на зубах и камни в печени. Это не построенный мужчиной дом. Поэтому это наше наследство. Все остальное принадлежит женщинам и детям. Но тем не менее, зачем они вам нужны? С ними нужно справляться. Поэтому если убрать у человека камни в желчном пузыре, то и давление уменьшается. Почему давление повышается? Это либо камни в почках, либо камни в желчном. Камни в желчном растворяем препаратом гипоксал, камни в почках растворяем препаратом гипоксал, камни в желчном растворяем препаратом битулиновая кислота, лунглин и мои знаменитые горечи Дуйко, которые тоже принимаем. Так, страница 5. Скоро начну отвечать на вопросы. Чуть-чуть осталось. Сейчас отвечу, как убрать зуд в теле в случае, если желчный удален. Сейчас все отвечу, не переживайте. Итак, миома матки. Что это такое? Ведь много людей болеет миомой матки на сегодняшний день. Считается, что единственное, чем может помочь человеку врач, это консервативное удаление матки. Это в 99 случаях помогает человеку избавиться от миомы матки. Но нет. Таки да, но нет. Дело в том, что да, действительно, нет тела, нет дела. Можно убрать миому вместе с маткой, а если не рожала? А если не рожала? Поэтому а что же делать? Итак, миома матки – это доброкачественный рост гладких мышц соединительной ткани. Это происходит за счет сбоя энергетических запасов гликогена, которые накапливаются в переизбытке, и липидов, которые в недостатке. Сейчас объясню. Это обычно происходит при систематическом, предумышленном, первое, голодании с ограниченным употреблением жиров. Поздравляю вас, друзья! Поэтому, если вы голодаете, специально не доедаете, при этом нервничаете, у вас накапливается желчь, у вас есть жировой стеатоз на фоне бесконечного приема ранее или там перенесенного вирусного заболевания, при герпевирусном заболевании печени. Ну, не печени, а в общем-то. При заболеваниях печени, неправильной жизни. Что хочет наша печень? Она хочет жира. А что мы не едим, когда мы голодаем? Жир не едим. Почему? Это вредно, врач сказал. И что необходимо делать? Итак, то, что человеку, который имеет миому, первое, необходимо перейти на белковую диету, уменьшить употребление углеводов и максимально увеличить употребление жиров. Каких жиров? Быстро усваиваемых. Какие это? Это первое, омега-3. Далее это кукурузное масло или рыжиковое масло. У нас рыжиковое масло из ржея у нас продается, но точно такой же эффект имеет. У нас эти масла продаются прямо на нашем сайте. Сейчас я скажу, какие. Холодного отжима рыжейное масло, да, есть такое у нас там. Вот те масла, которые мы продаем, это масла, которыми можно вывести и стимулировать работу и печени, и желчного пузыря. Ну и поговорим об этом. Уменьшение углеводов, при этом принимать мои препараты для печени, для улучшения
и уменьшения роста гладкой мускулатуры соединительной ткани, которая превращается в миому, принимать препараты для печени, тантал, желчного пузыря, это называется он лунглин, гормонорм, омега-3, кукурузное масло или рыжеевое масло, тенторикс и препарат миокс. Вот таким образом при приеме данных препаратов можно попробовать безоперативно справиться с ростом и дальнейшим уменьшением безоперационно миомы матки. Ну и все, последняя страница. Ну и несколько слов о жировом гепатозе и стеатозе, да. Заболевание, при котором в клетках печени накапливается жир. Главная причина – это высококалорийное питание, рафинированные углеводы, инсулинорезистентность, компенсаторная гиперинсулинемия, это то, о чем я говорил. Болезнь это может вызвать и цирроз, и гепатит, ну и алкоголизм, конечно. Но есть одна тайна обалденная. Дело в том, что есть вещество, которое в большом количестве находится в нашей слюне. Это вещество называется лизоцим. Лизоцим. Особенно, почему говорят, не глотай, жуй медленно, особенно если едите сладкую пищу. Почему? Дело в том, что вещество лизоцим является не просто антибактериальным веществом, а является еще и веществом, которое очень активно и очень быстро разрушает углеводы. Это происходит мгновенно. Лизоцим, фермент, это мгновенно гидролизирующие полисахариды, состоящие ацетилхоламина сахаров, правильно. Углеводы находятся в печени, ферментативно расщепляют их до осколков. Именно поэтому, ну мы же не можем глотать слюну, у нас ее немного, но я сделал препарат. Данный препарат называется у нас лизоцим. Или по-другому, да, лизоцим. Вот он. Я человек, прошедший Крым и Рым. За плечами моими онкологическое заболевание. Также я человек иногда берущий в руку рюмку, хотя сам понимаю, что это нельзя, но как мужчина 70-го года рождения, все равно периодически хочется, там, как говорят, як кажуть нас в Україні, залити, там, щось залити. Хлопці приїжджають до мене, рідні приїжджають, але в нас така традиція, ми, коли друг з другом зустрічаємось, то випиваємо під сало. Ну, перейду на русский. Итак, обычное заболевание мужчине в 50 лет. Приходишь к врачу и весь сжимаешься на УЗИ, да? И обычные заболевания каждого мужчины. Увеличенный желчный пузырь, увеличенная печень, жировой гепатоз, он же жировой стеатоз. Далее ожирение, мочекаменная болезнь. И спрашивает обычно доктор, руки трясутся? Да. А гипертония есть? Отлично, но пасарам жизнь прожита не зря. Так много было событий, только нечего рассказать детям. И в этом году зимой я поехал с друзьями, и после новогодних праздников решил вместе с друзьями приехать и у одной из знакомых в Черновцах сделать исследование своих внутренних органов. Ну и с дрожанием внутри, потому что я человек, который хронически болеет онкологией, знаете, ну, сейчас не болею, но всегда подозреваю. И когда пришел на УЗИ, то никаких опухолей нет. Ну, слава богу, все, нету и нет. Ну и до этого, и во время, и после этого я принимаю лизоцим. Я его принимаю несколько месяцев. До этого у меня были год назад исследования, мне сказали, сумасшедший живой стеатоз, нужно что-то делать, там бла-бла-бла, давайте что-то делайте и так далее. Это я приезжаю, она говорит, надо же из вот этих 3 мужчин, которые с тобой, одному там 30 лет, другому 40, а ты взрослее, у тебя самая лучшая печень, Андрей Андреевич. Да ладно, да. Та-та-та-та. Почему? Потому что я знаю, что прием лизоцима приводит к мгновенному гидролизирующему разрушению и гидролизу полисахаридов. И если донести лизоцим до желудка 12-перстной кишки, где он мгновенно усваивается,
и попадая в кровь, он мгновенно влияет на печень. Именно поэтому я за этот препарат, особенно мужчинам после 50 лет. Улучшается общее состояние, зрение, кожа, уменьшается вес, улучшается аппетит, уменьшаются камни в почках, камни в желчном пузыре, печень работать начинает лучше. Чем моложе печень, тем лучше человек себя чувствует. Какие проблемы возникают у человека, у которого больная печень? Допустим, вот при циррозе, зуд кожи, появление пигментных пятен, горечь во рту, ощущение невыспанности, на ночь не можешь заснуть, появляется либо появляется гастрит, язвенный колит, колит, появляется боль в правом подреберье, появляется там, может по чуть-чуть там моча темнеть, ощущение температуры на протяжении дня, в жар кидает, в холод кидает, перед сном плохо, ноги горят, стопы крутит, колени начинают болеть, появляется тромбоз сосудов, потому что увеличивается коагуляция, гипертония, все это на фоне жирового гепатоза. Вообще, утром проснулся и плохо себя чувствуешь. Надо лечить печень. Чем лечить? 3 препарата компании. Битулин, второй препарат Тантал. Если у кого-то живой гепатоз, то лизоцим. Все. Теперь отвечаю на вопросы. Ура. Препарат называется лизоцим. Приобрести данный препарат можно на моем сайте. Вам для этого необходимо перейти на мой сайт. Он называется тибетская, Тибет, слышали? Формула. Напишите в интернете, в гугле тибетская формула. И вы перейдете на этот сайт. Лизоцим – это фермент, который можно производить из слюнных желез животных, а также из желудка животных. Обычно используют свиной желудок. Или же из куриного белка. Я использую куриный белок. Также, смотрите, дело в том, что лизоцим участвует или увеличивает по-другому альбумин в крови. Это тоже одна из особенностей, называется парадоксальное воздействие или действие лизоцима. А чем интересен альбумин? Смотрите, допустим, высокий кортизол, который может быть на фоне снижения гормонов там, половых у женщины или мужчины, высокий инсулин, который может привести там, к высокому адреналину, это может привести все к тому, что альдостерон не объединяется и не выводится и так далее. И для этого надо увеличивать альбумин. То есть по-другому необходим вот этот альбумин-белок, который синтезируется в печени. И его стимуляция обычно происходит при попадании, в том числе в кровь, лизоцима. Именно поэтому говорят, что жуйте медленно, чтобы слюны было больше. Потому что в слюне находится лизоцим. Вообще, недавно увидел такое видео, ну и скажу свое мнение. Конечно, противник говорить об интимной жизни, там, об извращенной христианской интимной жизни. Тем не менее, мнение врача или мнение медика. Сейчас есть гениальные выступления некоторых, ну, так сказать, врачей, которые говорят, что ротовая полость – это самое грязное место и так далее. Что с вами? Ротовая полость – самое чистое место. Почему? Там находятся слюни, а слюни – это лизоцим, один из самых активных антибактериальных веществ, которые выделяются в нашем организме. Слюна – это слюна. Поэтому, если порезали, плюньте туда. Понимаете? Слюна. Именно поэтому женщины, допустим, и природа так устроена, что мужчинам там некогда там купаться, обниматься, я не знаю, там еще что-то. И именно поэтому в природе заложено там оральные ласки мужчин и так далее, оральные ласки женщин, там кому нравится и так далее. Ну, это такая особенность. Почему? Так природа предусмотрела, потому что обеззаражить это все можно, хотя бы внешние какие-то своды этого всего можно лизоцимом, который находится в слюне. Все, неприятная мне тема, сори. Здрасте, Андрей Александрович. Здрасте, Елена Васильевна.
У дочери постоянно в районе пупка с левой стороны надувается вроде кишечки. УЗИ делали, анализы сдавали, рентген делали, все в порядке. Можно что-то из ваших препаратов поможет. Когда там, в том месте, в районе пупка с левой стороны, в районе пупка с левой стороны находится у нее как раз фаллопиевая труба. И когда надувается фаллопиевая труба, это говорит о том, что есть, ну, если можно так назвать, дискинезия фаллопиевой трубы. То есть по-другому яичник, который должен проходить, не проходит. Почему? Тонус мышечный уменьшается. А почему уменьшается тонус мышечный? Он уменьшается из-за того, что девочка принудительно голодает и забывает вовремя и калорийно кушать. Вот. Что необходимо делать? Ну, два варианта есть. Это питание, в котором есть авокадо хотя бы, ну или кусочек сала, если вы не еврей, ну или там оливковое масло хотя бы. Ну и второй вариант это, возможно, при ожирении такое, потому что может быть сахарный диабет второго типа, который может приводить к уменьшению формирования половых гормонов, эстрадиола. И за счет этого происходит уменьшение и дистрофия фаллопиевой трубы. И для того, чтобы это начало правильно функционировать, есть препарат. Один называется у нас дисменора, а второй называется женское здоровье. Женское здоровье рекомендую. А еще есть хороший препарат, называется он у нас Мензонорм. Мензонорм. Вот Мензонорм пейте. Это великолепный препарат. Вот он как раз уберет вот это ощущение вздувания. Смотрите, если положить вот так пальцы на пупок и вот так вот соединить в треугольник свои ручки, то место треугольника это будет место, где находится женская матка. А вот эти большие пальцы соединенные, это будут фаллопиевые трубы. А вот здесь будут находиться яичники. Именно таким образом можно определить, что же происходит и где вздувает, и к какому врачу необходимо обращаться. Извините, Андрей Ильич, ошибочно набрал Александр. Извините, Елена, я случайно назвал вас. Любовь. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Здрасте. Моему сыну 18 лет, у него часто идет кровь с носа. Чем можно полечить? Кровь с носа. Первое, что необходимо сделать, дабы избежать в дальнейшем развития каких-либо сильнейших и страшных заболеваний, человеку нужно знать, что кровь из носа, кровь из носа и зуд на теле, особенно в ночное время, является одним из симптомов проблем печени. Зуд тела– это может развиваться цирроз, какая-нибудь из его 4 форм. Зуд на теле и кровотечение, это может быть там, высокий билирубин, заболевание Жильбера. Либо это, когда что принимать? Препарат называется у нас бетулин. Бетулин. Он устраняет синдром Жильбера. Кстати, синдром Жильбера с высоким билирубином это небезопасно, как принято ощущать. И у нас медицина считает, что данное заболевание вылечить невозможно. А вот очень зря. Жильбера великолепно лечится за 1 месяц препаратом бетулин. Поэтому принимайте, говорите Андрею Андреевичу спасибо, и все будет в жизни хорошо. Так вот, вернемся. А у него идет кровь. Очень часто говорят, что кровь это тонкие сосуды, ковыряние в носу, гипертензия и так далее. Все это ерунда. В случае, если у ребенка начинается повышение веса, если у него начинается жировой гепатоз, особенно на фоне там выпивает или курит, или там падают гормоны, возможно, не хватает ему, там много тестостерона расходует и не хватает выработки нового тестостерона. При активном росте может тоже быть жировой гепатоз. При стрессовых ситуациях может быть тяжелое состояние самой печени и так далее. Чем же лечить? Бетулиновая кислота, гепофит, и кровь из носа перестанет течь. Но есть народный способ, который великолепно и 100% работает. Я его описал в своей книге. Сейчас. Она, конечно, такая смешная, которая называется «Магические методы лечения человека». Знаете, они очень смешные все, но тем не менее почему-то это помогает. Знаете, почитаю сейчас.
Остеопороз. Перед сном каждый день натирайте тело измельченным мелом или порошком карбоната кальция. Панкреатит. Каждый день накладывайте ненадолго горчичник на солнечное сплетение на несколько минут. Ох. Мастит. Женщина должна подержать кусок сырого мяса на груди, после этого порезать его и в тот же вечер выбросить на улицу, чтобы съели бродячие собаки. Это все мной было взято из древних книг. Порошок из высушенной рыбной чешуи вылечивает от экземы и дерматита, если смешать его с вазелином и наносить на поврежденные участки кожи и так далее. Облысение. На ночь по 3-4 минуты втирайте в кожу золу от морских коньков. Ну и так далее. И кота положить острие ножа к переносице икающего, и пусть он смотрит на него, не мигая, 30-40 секунд. Но перед этим выпьет 1 или 2 стакана теплой воды. Так вот, вот такие. Итак, к чему это я? В случае, если у ребенка идет кровь из носа, то необходимо взять ключик от любого замка, одеть его на ниточку так, чтобы он висел на груди, и развернуть его, чтобы он висел между лопаток. 2-3 недели, ну месяц будете носить, и у него исчезнет кровотечение носовые. Снимите после этого и выбросьте в любое место, желательно в реку. После этого никогда в жизни больше носовых кровотечений происходить или возникать не будет. Уникальные способы. Книгу можно приобрести на моем сайте duiko.guru или написать Дуйко или сайт Дуйко, перейти на него и купить данную книжку. Магические методы лечения человека. Очень интересная. Нигде вы это не сможете найти. Здесь много очень разных тем. Древние рецепты, которые были мной взяты из фолиантов древних книг, цифровые коды лечения человека, как создаются и там, чем человек может помочь себе, какими маслами, подсолнечное масло, чего, касторовое, нитка-целитель, вот я рассказываю здесь, как убрать ниткой ячмень, бородавку, понос, цистит, позвоночник, почки, высокое давление, низкое давление, ячмень, лечение глаз, э, лечение перекисью водорода, лечение скорлупой, свеклой, чесноком, крапивой, цитрусами и так далее. В общем, целая куча всего. Что набралось у нас в народе и не имеет с позиции медицины совершенно никакого объяснения. Все это можно прочитать в моей книге. Называется «Магические методы лечения человека», автор Андрей Дуйко. Для людей, которые находятся за территорией наших постсоветских стран, можно в Гугле написать на английском языке или на русском, и вы найдете описание на английском языке, и книгу можно приобрести в Google Маркете. Даже, по-моему, на eBay где-то там и Амазоне она продается. Здравствуйте. Что принимать, если анализы показали высокий уровень вируса Эпштейна-Барра? Вирус Эпштейн-Барр, нуклеонарный антиген ЕБНА1, антитела G969. Смотрите, вот эти иммуноглобулины IgG, они ничего не показывают вообще. Нужно IgM и IgA еще, потому что если вы поставили такой диагноз и у вас IgG повышенное, то это ни о чем не говорит. Это говорит о том, что вирус есть. А вот с ним должны бороться это IgM и IgA. То есть нужно на них смотреть. Вот если они у вас в норме, значит вы не болеете. А если они у вас повышенные, то тогда вы болеете. Поэтому даже если IgG будет у вас вместо 9,69 169, ни о чем не говорит, если у вас IgM и IgA будет низкий. Поэтому нужно обязательно и их сдавать. Но тем не менее, один из препаратов, который великолепно может участвовать как противоядие герпетическому заболеванию, включая цитомегаловирус, Эпштейна-Барра и там, какие еще я знаю, цитомегало, папилломавирус, цитомегаловирус, Эпштейна-Барра. Помогут препараты, которые звучат так. Битулиновая кислота. Каким образом будет происходить лечение? За счет увеличения и иммунитета, за счет увеличения комплемента иммунного, я об этом раньше рассказывал, цитокинов, интерлейкинов и так далее. И которые гораздо эффективнее, чем общие
лейкоциты. И второй препарат – это кверцетин. Сейчас я оба препарата покажу. Бетулиник оксид и второй называется кверцетин. Сейчас я его найду. Кверцетин. Один называется бетулиник оксид, по-другому бетулиновая кислота, второй кверцетин. Вот два эти препарата способны на протяжении обычно герпевирусное заболевание обычно необходимо лечить на протяжении не менее 1,5-2 месяцев. Вот данные препараты могут вам в этом существенно помочь. Кровоточение десен, там сегодня спрашивал Андрей Андреевич, кровоточение десен, что можно сделать? Смотрите, есть вот такая штука. Не чистите зубы зубной пастой, не чистите. Это очень часто из-за того, что фтор там находится, он полезный, врачи знают, что он полезный, да. Он полезен для нашей эмали, но очень не полезен для наших десен. Почему он не полезен для наших десен? Наши десна имеют определенный иммунитет, адаптацию. И этот иммунитет, он образуется за счет того, что там есть лизоцим, там есть наши какие-то индивидуальные бактерии, там наша есть ротовая, обычно щелочная среда. Когда зубы портятся, кислотность повышается во рту. Кислота попадает по каким-то причинам. То есть кислота попадает, ее должен нейтрализовать обычно щелочь, которая является лизоцим, слюна. Но она не нейтрализует, потому что либо слюны не хватает, она не вырабатывается, либо не хватает, либо там эзофагиальный рефлюкс, и там заброс кислоты происходит в пищевод в дальнейшем в ротовую полость. Но это все в комплексе приводит. Мы же начинаем чистить фтором и при этом очень нарушаем. Почему? Фтор повышает кислотность ротовой полости. Фтор повышает кислотность ротовой полости во много раз. Именно поэтому нельзя часто чистить зубы зубной пастой. Особенно если она очень мылится. Потому что это будет повышать pH нашей ротовой полости. И это нехорошо. В дальнейшем это приводит к кровотечению, разрушению и так далее и тому подобное. Что я хочу посоветовать? Возьмите зубную щетку, просто ей потрите зубы, чтобы снять с нее весь налет, который образовался за ночь. После этого пополоскайте рот и пожуйте мою таблетку, которая называется сатва. Сатва. Просто ее разжуйте, пополоскайте ей и сплюньте. У вас мгновенно появится щелочная среда в вашей ротовой полости. Такие таблеточки на протяжении 1 месяца устранят у вас зубной камень. Если хотите, можно проглотить, это безопасно, потому что здесь высокое количество лизоцима, который, как я говорил, полезен для нашего желудка, который будет купировать выделение гастрина, что в дальнейшем может помочь вам не заболеть там гастритом или заболеваниями желудка. И можете выплюнуть. Имеет небольшой, еле заметный кисло-сладкий привкус. Нет, не кисло-сладкий, а такой нейтрально чуть-чуть сладковатый привкус. Почему сладковатый привкус? Дело в том, что лизоцим, он сам по себе немного сладковатый, потому что является полисахаридом. Именно поэтому, когда вы будете ее разжевывать, то это дополнительно даст слюну, приведет в вашу ротовую полость щелочную в правильную, приведет в правильный щелочной баланс, создаст правильный щелочной баланс в вашей ротовой полости. И вот таким образом заметно прямо, очень быстро, за короткое время начнете замечать, что вашим зубам, даже тем, которые требуют уже экстренного лечения, стало лучше. То есть зубной камень отпадает, запах изо рта исчезает и так далее. Не торопитесь чистить зубы зубной пастой, которая отбеливает зубы и которая в итоге очень разрушает ваши десна. А также приводит к повышению кислотности ротовой полости. Используйте мои таблеточки Сатва, стопроцентная зубная паста у пигулках, по-русски звучит, в таблетках. На самом деле она
создана из глины белого цвета, обогащенной и активной, в которую добавлен лизоцим, вещество, о котором я сегодня рассказывал. Аж прямо хочу сказать, что что-то не помню, какого они вкуса. Сейчас скажу. Одно открою, такие вот они. Такие вкусные. Можно есть. Ой, такие вкусные. Очень-очень слабо сладкие и такие немножко они терпкие. Ну и немного-немного еле отдаленно, как масло чайного. Вот если чистить обычной щеткой, после этого жевать вот такую таблетку и полоскать рот, то после этого кровотечение десен исчезнет. Галина Кожушко. У меня бессонница, что со мной? Могу ли я без-за бессонницы идти на семинары сновидения? Да, получится открыть. Ни у кого не получится, но я расскажу, как это сделать. В дальнейшем захотите открывать. Я тоже вон знаток, видите, предсказывал окончание войны 23 числа. Почему я предсказывал? Думал, что встреча с Байденом это будет победой Украины. Знаете, я думал, зачем ему приезжать? Я думал, что это будет победа. Поэтому, когда я просмотрел, увидел, что Байден приехал обниматься с Зеленским, я думал, это уже победа. Поэтому так и сказал. Ну, дело это неблагодарно. Ну, хотите развивать, я научу и расскажу, как это делать. Сейчас я знаю точно уже, когда закончится, уже ошибок не делаю. Вера Кирендясова. Андрей Андреевич, вы видите нас на расстоянии. Все, о чем вы говорите с начала лекции, это просто стопроцентное попадание. Ответы на все вопросы. Люди обычно все обычные. При псоріазі у дівчини що робити? Принимать бетулиновую кислоту. И я хочу вам посоветовать мазь. Она называется Родопи. Все знают мою прекрасную, гениальную, великолепную мазь, которая называется золотой бальзам Дуйко, который вылечивает остеохондроз, боли в суставах и там все остальное. Также много людей, которые пробовали при болях в суставах, гонартрозе, ревматоидном артрите, артрите, полиартрите, использовать мою мазь Габана, и которые вот на сегодняшний день говорят: Андрей Андреевич, прям в ноги вам кланяюсь, спасибо, это что-то гениальное. Но я хочу вам сказать, что, конечно же, все мои мази гениальные, это сумасшедшая просто работа. Мог бы показать вам свою библиотеку, передо мной библиотека, здесь тысячи книг. И вот это книги по древней медицине, есть книги фолианты, это книги там переводы, знаете, и там всевозможные старинные, болгарские есть книги и так далее. И я рецепты эти по чуть-чуть собирал пол своей жизни, большую ее половину. И мне очень хотелось вот, чтобы это не потерялось, потому что много-много было рецептов. Так вот, в свое время мне передали определенный рецепт мази, которая убирает псориаз. Она передо мной. Вот. Она здесь такого черного цвета, такая она тверденькая, очень мощно пахнет, пахнет растением каким-то, я знаю каким, и в нем находится здесь вообще великолепное, здесь очень много и там очень много ингредиентов, и это необычным образом приготовленный препарат из натуральных растений, но 7-8 дней на псориаз и псориаза нет. 10 дней и псориаза нет. Но я рекомендую, потом просто отмените и псориаз будет. Но я рекомендую, он вообще никакой аллергии не создает. У него есть особенность. Он убирает темные пятна, белые пятна, убирает там варикоцели на лице, устраняет заболевание витилиго и устраняет псориаз. Хоть так и нельзя говорить, тем не менее, уже тысячи людей, которые написали вот такие письма, там с 36 болело, сейчас мне 86, на голове был псориаз, начала мазать, все прошло. Андрей Андреевич, сколько мажьте, сколько мазать, ну вот вы сколько мажете, ну каждый день, ну мажьте раз в неделю. Принимать с бетулиновой кислотой. Бетулиновая кислота и мазь от псориаза. Два этих препарата, соединенных между собой, на протяжении 2 месяцев способны совершить чудеса.
А зубным порошком можно чистить зубы? Чистите зубы средством, которое можно сделать самостоятельно. Это белая глина, которую необходимо на 1 столовую ложку белой глины добавить 1 чайную ложку соды и хорошо перемешать. Чуть-чуть добавить соли в это все. И взять после этого стакан воды и добавить на 1 стакан воды 10 капель перекиси водорода. Итак, берете вот такой раствор глины, соли и соды, чистите им зубы и полоскайте вот этой водой с перекисью водорода. Тогда зубы не будут не только белыми, а уберут и остальные заболевания, включая начало кариеса. Без розарцина сможет заживить все эти рамки, которые там возникают, там кариес. Лена, здравствуйте, Андрей Андреевич, гемоглобин 175, что делать? Высокий гемоглобин, заболевания легких. Именно поэтому необходимо обратить внимание на легкие. Первое, что нужно сделать, рентген легких. Второе, проверить, может быть, есть там эмфизема, туберкулез и так далее. Ну и после чего уже назначать курс лечения. Вообще, высокий гемоглобин, первое, что рентген. Валерия, здравствуйте, Андрей Андреевич, я начала стремительно худеть, постоянно сонливость, вялость, тахикардия, плаксивость, стали мучить кошмары. Смотрите, плаксивость – это судорожные проявления. Почему это происходит? Сегодня об этом рассказывал. Слабый желчный пузырь, нужно его поддерживать. Каким образом? Лунглин, тантал, бетулин. Лунглин, тантал, бетулин. Лунглин, тантал, бетулин и еще для вас гормонорм, для того, чтобы худение прекратилось быстро. Это все проявления невротические. Дай бог вам здоровья и процветания. Научите, как сохранить сердце в отличном состоянии до глубокой старости, кроме физических нагрузок. Смотрите, наше сердце любит асфиксию. Что это такое? Это задержка дыхания. Делаете вдох, считаете до 10, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 и выдыхаете. Чуть-чуть ждете и делаете еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Что происходит, когда человек так вздыхает? Он сжимает свое сердце. Дело в том, что со старостью какие обычно происходят проблемы. Сердце, оно не дожимается. Именно поэтому, почему не дожимается? Не хватает ему силы. Появляется сердечная слабость, появляется, может быть, кардионевроз или появляется гипертензия сердечная, ну и так далее. То есть блокируются тонкие сосуды, большие сосуды увеличиваются, сердце становится в тонус, и сердце не может сжиматься до конца, поэтому человек зевает, говорит, ой, да что ж такое, да что ж такое. То есть это говорит о том, что сердце не сжимается, и когда мы делаем вдох глубокий, то наше сердце дожимается. Задержим дыхание, оно дожимается, и выдыхаем. Вот таким образом, вот такие, но не настолько глубокие, чтобы аж больно было, а периодически просто дополнительная стимуляция сердечной мышцы происходит. Еще, наша сердечная мышца, она очень реагирует на продукты пчеловодства. Есть уникальные продукты пчеловодства, среди которых одним из самых уникальных продуктов пчеловодства является маточное молочко. Маточное молочко. Маточное молочко иммунный препарат, который можно назначать при иммунной депрессии, для стимуляции иммунитета. Как показала практика, это первое и самое лучшее средство при помощи язвенном заболевании двенадцатиперстной кишки, при заболеваниях туберкулез, особенно при заболеваниях кардионевроз, ишемическая болезнь сердца, ишемия сосудов мозга, развитие заболевания Альцгеймера, даже при боковом амиоспатическом склерозе и так далее. Это все может быть очень полезно. Вообще хочу сказать вам, если вы что-то чувствуете нехорошее в эпигастрии, то вам периодически можно принимать лишь только один препарат, называется Royal Jelly или по-другому маточное молочко. Производство нашей компании – это препарат лиофилизированного маточного молочка. Лиофилизация – это высушивание, которое сделано в виде таблеточек.
которые имеют ярко выраженный вкус маточного молочка, великолепное средство является ко всему еще афродизиаком. Если давать мужчине, появляется либидо, появляется потенция, назначают при импотенции, при туберкулезе, при заболеваниях, связанных там с плохой памятью, падает зрение, по вечерам не видите, заболевания желудка, при язве двенадцатиперстной кишки, при колите, это когда воспаление тонкой кишки, при неспецифическом язвенном колите, при энтероколите, при энтероколе, в случае, если нашли как иммунный стимулятор, во время вирусного заболевания, при легочном вирусном заболевании и так далее и тому подобное. Вот так. Доброго вечора, Андрій Андрійович. Мої подруги Міри була звичайна ангіна, після чого у горлі почало напухати і спухати, локомочок остався. І це більше місця прописали антибіотики, але не допомагають, як його вилікувати і що пропити із ЦФ. Из ТФ битулиновая кислота и Royal, ну или по-другому маточное молочко, а также Instamax, препарат Instamax. Также очень хорошо рот полоскать моим препаратом, который называется Лизам, и сосать Лизам, он есть в таблетках, в конфетках тоже продается. Очень хороший вопрос есть такой, Андрей Андреевич, как сохранить свою молодость? Молодость можно сохранить, но если хочется. Есть препарат для молодости мозга. Данный препарат, их два. Один называется Тутус, а второй Мнемонорм. Второй препарат. Мочеполовую систему, сделать ее молодой, оттянуть или не довести до появления климакса, если уже проявился, задержать все-таки хотя бы немного, чтобы появлялись эстрадиол и прогестерон, чтобы не исчезал полностью. Знаете, у нас там 3 стадии есть климакса. Там первая стадия, когда увеличивается эстрадиол, потом вторая стадия, когда прогестерон увеличивается, эстрадиол, и третья, когда и прогестерон, и эстрадиол исчезают. Так вот, есть такой препарат, называется Белиока в моей компании. Вот он может не приостановить, а притормозить вот этот процесс и замедлить процесс гормональный, неминуемый, который возникает у женщин с взрослением и появлением эндокринологического заболевания климакс. Климакс – это же эндокринологическое заболевание, вы в курсе? Не гинекологическое. Поэтому в случае, если у вас появляется климакс, вам не нужен гинеколог. Обычно женщина говорит, да я к гинекологу ходила с климаксом. Гинеколог причем? Климакс лечит эндокринолог. Правда. К эндокринологу нужно, хорошему. Как раз книга лежит. Эндокринология Потемкина. О, прямо нечаянно и нашел. О, есть. Вот эндокринология. Вот нашел в эндокринологии слово климакс. Видите, климакс. Поэтому кто должен лечить климакс? Эндокринолог. Частота климатического невроза у женщин колеблется от 10 до 84%. Именно поэтому у женщин на фоне климакса могут развиваться неврозы, бессонницы, ощущение приливов и там жара. И вот климактерический невроз обусловлен первичной патологической повышенной реактивности центров гипоталамуса, что приводит к возбуждению психосимпатиково-адреналовой системы, в свою очередь, дает приливы, потливость, раздражительность и плаксивость. И дополнительным фактором, усиливающим невроз, является и гипоэстрогония, уменьшение эстрадиола. Она является и влияет на функцию гипоталамуса и так далее. В ряде случаев наблюдается вестибулярные нарушения, шум в ушах, головокружение, нарушение равновесия, могут появляться гипоталамические кризы, учащенное сердцебиение, боли в области сердца, резкой слабостью, повышением артериального давления. И у больных климактерическим неврозом нередко возникают парестезии,
и онемение конечностей. Бывают метеоризмы, также запоры. Нервно-психические нарушения характеризуются повышенной раздражительностью, угнетенным состоянием, плаксивостью, бессонницей, а также чувством страха. Иногда возникают психозы. При климактерическом неврозе имеется повышенная склонность к атеросклерозу, гипертонической болезни, коронарной патологии, инфаркте миокарда, сахарному диабету, токсическому зобу, глаукоме. Нередко усилена функция коры надпочечников. Помимо климактерического невроза, климакс могут осложнять ациклические длительные маточные кровотечения. Усиливается рост волос на лице, на груди, растительность на лобке, подмышечных впадинах, наоборот, становится скудной. Нередко отмечается ожирение, заболевания опорно-двигательного аппарата, деформация сустава, остеопороз позвоночника, гипотиреозы. Возникают атрофические изменения в молочных железах, наружных и внутренних половых органах. В ряде случаев нарушено мочеиспускание, цисталгия, цистопатия, нуктурия. И это все связано с климаксом. Как пресечь климакс, если он начался, и перейти в эти все фазы мягко. Специально для женщин, для вас создал препарат, называется Климактерикс. Поэтому принимайте препарат Климактерикс по одной таблетке 2 раза в день. В случае, если есть уже аменорея, в случае, если уже есть климактерические проявления, которые есть, и так далее. Добрий вечір, хлопцю 27 років, сиве волосся, читав, що це нарушення міді і цинку, як лікувати. Седые волосы напрямую связаны с деятельностью поджелудочной железы. Поэтому, если принимать препарат панкрисорб с танталом, то черные волосы вновь начнут расти. Я бажаю всім успіхів, відповісти на всі питання на русском. Я желаю вам успехов. Невозможно ответить на все вопросы, но сделать это все-таки возможно. Что вам необходимо сделать? Вам необходимо прямо сейчас перейти на мой... У меня отек на ногах, левая нога больше отекает, чем правая, и под глазом отеки тоже большие, отек на правом глазу больше, спасибо большое. Это у вас из-за высокого адреналина. Почему? Вы по ночам страдаете апноэ. Для того, чтобы не было по ночам апноэ, можно купить специальный аппарат, за счет которого будете дышать. И вот эти отеки у вас конкретно исчезнут. Вот. Не ищите, никто ничего не найдет. Серьезно говорю. Но вы можете прямо сейчас, вот смотрите, если вы находитесь сейчас где вы находитесь? В Фейсбуке, можете написать в Фейсбуке, перейти на мой сайт. Если вы находитесь в ТикТоке, перейдите на мою страницу, и там указан прямо набрать номер телефона. Можете нажать и прямо связаться прямо сейчас с нашими операторами. Там же есть указан переход на сайт. В случае, если вы находитесь сейчас в YouTube, то можете под данным видео нажать на кнопку «Связаться со мной» и там нажать, когда нажмете, такая табличка будет внизу написано «Витамины». Жмите «Витамины» и сможете связаться со мной. После такого вебинара я обычно в очень большом количестве отвечаю на ваши письма, но они должны прийти ко мне. Вы должны объяснить оператору, который находится на сайте tibetan-formula.com, вашу проблему. И в случае, если оператор не может сам эту проблему обыграть и обозначить, то он обращается ко мне, и я отвечаю. Напрямую ко мне попасть очень сложно, потому что, много нас. Знаете, обычно такие вебинары смотрят там 15-20 тысяч человек. Из них обязательно в первый день пишет там 500-600, там 700-800 человек. Ну и вы же понимаете, ответить на все вопросы физически невозможно. Такую информацию необходимо обрабатывать одному человеку 1-2 месяца. И, конечно же, я стремлюсь это делать, насколько это возможно. Поэтому все эти вопросы, которые вы прямо сейчас пишете, можете написать. Первое. После окончания вебинара под самим вебинаром. Второе. После публикации где-то в комментариях. Или связаться напрямую с оператором. Либо прямо сейчас позвонить оператору и пообщаться с ним, чтобы он помог вам назначить правильный препарат. Итак, закончим сегодняшний наш вебинар. Я надеюсь, он вам понравился.
еще раз формулированием основных тезисов, о которых я говорил, и которые я для вас прописал. Даже незначительное повышение инсулина в крови приводит к фиксации гликогена в печени, мышцах. Вследствие этого в кровь поступает недостаточное количество глюкозы. Недостаточное снабжение мозга происходит, потому что мозг использует 20-30% всей глюкозы в крови. Недостаточность приводит к гибели нервных клеток. Часто проявляется в виде слабости, потливости, тахикардии, чувства тревоги, возбудимости, треморы, сужения сосудов, образования тромбов. Что может быть причиной? Гиперинсулизм, панкреатиты, кератоксикозы, гипотиреозы, заболевания надпочечников, холангиты, желчные протоки. Холангит — это когда желчные протоки воспаляются, ну и холециститы, уже знаем, что такое. Глюкозурия почек — это когда в моче глюкоза, это при сахарном диабете первого-второго типа. Недоедание, голодание, большой физической нагрузки, гиперактивного гиперинсулизма — это избыточное введение углеводов в пищу. Чем лечить? Я думаю, мои препараты могут помочь. Какие? Панкресор, пикалинат хрома, белковая диета, лунглин, тенторикс, тератозин, ПРЗ, грандис, в случае, если вы худеете. Кортикостероиды образуются из холестерина. Именно поэтому повышенный холестерин — это необходимость. Второе, они разрушаются печенью, поэтому кортикостероиды — это и половые гормоны, и глюкокортикоиды, кортизол, кортикостерон, это минералокортикоиды, альдостерон. Итак, что такое кортизол? Для чего? Он угнетает инфекции, интоксикацию, лечит травмы, приводит человека к процессам адаптации. То есть приехали, голодали, на холоде стояли, на жаре стояли, не умерли, не заболели. Почему? Кортизол хороший у вас был. Кортизол. Смотрите, кортизол плохой, пониженный, человек с ума может сойти. Кортизол нормальный, человек хорошо сейчас чувствует. Кортизол увеличивает гликонеогенез из белка и жира, способствует отложению гликогена в печени. Именно поэтому печень нужно держать в норме, потому что кортизол высокий, это может быть желчный пузырь закрытый, кортизол не распадается. Синтез происходит надпочечников, а депонация и усвоение, клиренс, в общем-то, не происходит. Кортизол имеет кортизол имеет ярко выраженное диабетогонное действие и антиаллергическое действие, участвует в регуляции артериального давления. Я забыл сказать, кортизол действует на нейтрофилы наших лейкоцитов. Также при высоком кортизоле очень часто могут повышаться эозинофилы, а также считается, что при повышенном кортизоле увеличивается общий процесс фагоцитоза. Ну, в общем, ладно. Альдостерон нормализует баланс калия и натрия в организме, повышает артериальное давление. Катехоламины, адреналин, норадреналин. Адреналин усиливает сердечное сокращение, ускоряет пульс, повышает артериальное давление, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Дофамин предшествует норадреналину, передает импульсы, нейромедиаторы, которые являются для принятия решений. Смотрите, у человека нет радости, он не хочет танцевать, он вялый и так далее. И о чем это говорит? Это не хватает дофамина. Дофамин может возникать в случае, если человек хорошо спит, а для того, чтобы человек спал хорошо, необходимо принимать препарат Кинскид, я о нем говорю, Соник, вернее, не Кинскид, а Соник, это препарат для улучшения сна. Мелатонин, который восстановит вам циркадные ритмы, засыпания, просыпания. Ну и L-триптофан, препарат, который устранит у вас невроз в случае, если есть такой. Вот он, этот препарат, L-триптофан. Тоже можно приобрести на моем сайте. Несколько слов еще знаете, о чем хотелось бы сказать. Сейчас идет весна. А весна – это время любви. И хотим мы или нет, что бы ни происходило вокруг нас, нам все равно захочется чего-нибудь. Женщине хочется, а мужчине не можется. Либидо нет. То женского, то мужского. Но, как правило, знаете, у нас пока женщина молодая, у нее либидо пониженная, а потом мужчина взрослее становится, и либидо женщины повышается, а либидо мужчины
уменьшается. Не зря в народе говорят, живот растет, а кончик засыхает. Ну вот для того, чтобы кончик не засыхал и каждой женщине было приятно, давайте вместе помогать нашим слаболибидным мужчинам. Чем? Двумя великолепными препаратами. Это препарат Трибулус и препарат Красный Дракон. Почему Красный Дракон? Так как рецепт, который состоит из здесь определенных соединений, мной был взят из китайской медицины. Не в тибетской, а в китайской. Ну и он действительно имеет очень хорошее действие. Нет, если его выпить, то либидо увеличится, но потенция, возможно, сразу и нет. Но либидо это желание, понимаете? То есть здесь важно не, чтобы там эрекция была. Эрекция может просто так возникнуть. А вот желание уже может, уже с желанием надо работать. Многие мужчины имеют эрекцию, но не имеют желания. Многие женщины имеют желание, но не хотят. Вернее, многие женщины могут, но не желают. Многие мужчины могут, но тоже не хотят. Для того, чтобы либидо это поднималось для мужчины, как правило, это для мужчин, я рекомендую препарат, который называется Red Dragon или Красный Дракон, совместно принимать с препаратом Tribulus. Трибулус, если трибулус принимать отдельно с препаратом, который называется L-карнитин, если трибулус принимать совместно с препаратом L-карнитин, то увеличивается мышечная масса, уходит жировое отложение, тонус мышц увеличивается, даже, мне кажется, моложе становится. Если еще с коллагеном, то тогда лечит суставы. Вот. И о последнем препарате сейчас скажу. Называется препарат клеточные соли, КФС. Клеточные соли, КФС. В свое время я читал книгу немецкого гомеопата Карла Фридриха Шуслера, который, насколько я помню, умер в начале 19 века. Там такая история, у него болела жена, и когда она умерла, он начал, будучи химиком, у него был микроскоп, он начал добавлять к клеткам, думая, что он сможет замумифицировать свою жену и хранить ее тело, он начал использовать ткани своей жены для опытов или исследований. И начал обычные соединения солей неорганических добавлять к тканям. И оказалось, что действительно ткани умершего человека могут реагировать на неорганические соединения. Это там сульфат магния, сульфат натрия и так далее. Он выделил 12, а если правильно 13 основных солей, которые, по его мнению, могут заметно улучшить общее состояние организма. И вот он придумал целое направление, которое гомеопатия в Германии не принимает, так как это является отдельным таким направлением, он так и называется, направление соли Карла Фридриха Шуслера. И называется лечение солями Шуслера. В Германии это существует, там есть целые специальные такие науки, которые помогают идентифицировать, кому какие соли необходимы и так далее. Я в свое время подумал, что читая такую книгу, я понял, что мне все нужны соли. То есть я так болел, что мне нельзя было одну какую-то, мне надо было все. Я вот решил, что мне надо соли все. Я решил сделать все соли Шуслера, но в одной таблетке. И я сделал соли Шуслера, но к ним добавил еще дополнительно никотиновую кислоту и коэнзим Q9. Коэнзим Q9 для того, чтобы увеличить помпу клеточную натриево-калиевую, а никотиновую кислоту, потому что, как ни странно, клиренс минеральных соединений увеличивается, если дополнительно вводить никотиновую кислоту, витамин ПП. Но если у вас есть аллергия на никотиновую кислоту, данный препарат использовать не нужно. Как принимать данный препарат? Одна таблетка через день на протяжении 2-3 месяцев. Какой эффект?
очень улучшается внешний вид, общее состояние органов, общее самочувствие, ну и так далее и тому подобное. Великолепный препарат, не нужно принимать часто, если не забудете, можно даже одну таблетку раз в неделю. Если год пить, то очень хорошее самочувствие появляется. Но вот как не забыть о том, что нужно пить, такой совет я вам дать не могу, потому что я многократно пытался начать пить, но забываю. Здоровым быть легко поможет вам Андрей Дуйко. Не обижайтесь, что информация, которая должна быть серьезной, была дана мной с улыбкой и с шутками. Я надеюсь, это никого не обидело. Тем не менее, так лучше запоминать и так лучше, мне кажется, это все усваивать. Еще раз большое спасибо. Переходите на мой сайт, ставьте комментарии под данным вебинаром. Ну и обязательно обещайте мне и будьте в дальнейшем здоровы. До свидания, друзья.